От продюсеров франшизы «Телохранитель киллера», от студии, подарившей вам Джон Уик, от режиссера «Казино Рояль». Бля, слушай, ты заебал, иди в кино, короче. Место на постере закончилось, да и не знаем, что еще написать. А также тут кофе подносил тот чувак, который подносил его на съемочной площадке Дэдпула. Вдруг из-за леса, из-за гор показал мужик фильм «Кодекс киллера», который в оригинале называется французским словом «Протеже». Если вы рассчитываете пойти на фильм и посмотреть на Сэмюэла Джексона и поугарать с него и его шуток, то его больше на обложке к фильму, чем в самом фильме. Персонаж Джексона в фильме это наемник. И наемник не простой, а наемник золотой. Он лучший из наемников. Он лучший из лучших наемников. Наверное, они устраивали какие-то соревнования среди наемных убийц. Я не знаю, типа там, знаете, прыжки в мешках, перетягивание каната, кто быстрее вздернет жертву и прочие веселые забавы. И есть главная героиня в исполнении Мэгги Кью, которая с самых ранних лет обучалась искусству убивать у лучшего из лучших среди наемников. Сюжет тут прост, как 3 рубля. Персонажа Сэмюэля Л. Джексона кто-то убивает, и теперь Анной, героиней Мэгги Кью, движет месть. И помогать ей будет в этом пистолеты, автоматы, ножи, руки, ноги, собственное тело в виде раздаваемых вертух и оплеух, а также искусство соблазнения. Блин, ну что это за искусство соблазнения? Я не понимаю. Ну, то есть она любого человека может соблазнить, даже женщину? А что мужчину соблазнять-то, да? Особенно если у него секса не было давно, месяц, например, да? Просто нагнуться за чириком и все, он расскажет все гостайны, коды от запуска ядерных ракет, да. Поэтому в древнем Китае, например, да, лучшими слугами и советниками у императора были евнухи, чуваки, которым там внизу все чикали, да, и вообще на госслужбе люди должны быть старше 40-45 лет, когда уже гормоны не бурлят, все пошло на спад. Извините, я отклонился от фильма. Возвращаемся к кодексу киллера. И вот Анной движет месть. Из описания становится понятно, что ничего оригинального ждать не стоит. Лучший киллер, девочка росла с ним, у него обучалась, учителя убили, ей движет месть. И казалось бы, есть куча подобных фильмов и, честно говоря, сделанных намного лучше по подобной успешной формуле для боевичков, чем этот. Но даже в этом можно постараться найти какие-то приятные проблески по типу, дайте подумать, например, актерский состав, да, конечно, радует. Мэгги Кью, Майкл Китон и, да, сам Сэмюэл Л. Джексон. Его тут немного, как я сказал ранее. И эти 2 первых персонажа и толкают сюжетную линию вперед этого фильма. Вообще, они как Сизиф тащат этот камень на своем горбу, да, в гору. Для тех, кто не знает притчу, камень в итоге скатывается, как и кодекс киллера, собственно говоря. И придется откинуть всю серьезность и приготовиться к тому, что это будет комедия с элементами боевика. Хотя сам фильм позиционирует себя, крайне серьезно, как шпионско-криминальный триллер-боевик с примесью животрепещущих диалогов, щепоткой драмы. Но, честно сказать, это реально какой-то комедийный боевик, если не пародийный местами. Например, когда в человека стреляют, и он отлетает на 10 метров, врезается в стену, падает и умирает. Или когда куча головорезов стреляет из автоматов по вентиляции, главная героиня уходит от пуль гуськом. Я вам говорю, глядя на такое, тяжело не разорвать живот от смеха. И фильм себя так смешно показывает, практически с самого начала. Там есть сцена, где персонаж Мэгги Кью едет на машине, ее серьезное лицо снимают крупным планом, а за ней орава головорезов. Она пытается от них оторваться, и от летящих пуль, по всей видимости, тоже, которые ее преследуют. И попадают они по машине, по стеклу, там везде, по всему вокруг, но только не в нее. Видимо, создатели чуть-чуть забыли, что она не Терминатор, просто почему она, например, не старалась уворачиваться или как-то выруливать, да? Я не знаю. Она сидела смирно с каменным лицом. Видимо, показать, насколько она крутая. Хотя, если бы в начале фильма, сидя в машине, в нее попали пули, и она умерла или стала например, калекой, то на этом и закончился бы фильм. Поэтому и нужно было как-то выруливать и стараться уклоняться или вообще другую сцену придумать, вашу мать. В
целом фильм «Кодекс Киллера» сгодится, наверное, под хорошую веселую компанию для просмотра в удобной домашней обстановке, скорее с горячительными напитками, чтобы посмеяться над набором клише и шаблонов из боевичков, когда каждый из здоровенных мужиков по очереди ждет получить по морде от главной героини и прочих глупостей, которые создатели напихали для большей крутости. Идти в кино на такое, не знаю, нет там чего-то такого, что нужно обязательно увидеть на большом экране, да и в прокате идут вещи поинтереснее и повеселее. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.